За прошлый год многие альткоины показали очень хорошую доходность. Например, XRP вырос более чем на 300%, Doge на 200%, Mantra на 2000%, мемкоин Pepe на 800% и даже биткоин, в росте которого многие сомневались, сумел показать более 110% прибыли. Но вот доходность эфира, второй монеты по капитализации, составила всего 60%. И казалось бы, почему? Ведь эфириум поддерживается крупными фондами, активно используется для создания децентрализованных приложений смарт-контрактов. Но что если я вам скажу, что именно эфириум является той монетой, благодаря которой вы можете удвоить свои инвестиции уже в этом году? Ведь для этого есть веские причины, начиная от самого масштабного обновления Пектора за всю историю эфира, заканчивая активными покупками со стороны компании Трампа. И в этом ролике вас ждет самый подробный прогноз по эфиру на 2025 год, который вы найдете на ютубе. Сегодня мы охватим все важные аспекты, а именно ключевые фундаментальные катализаторы роста, прогнозы от крупных фондов и аналитиков, а также уделим особое внимание событию года, которое просто обязано изменить всю картину рынка эфира. И это, конечно же, масштабное обновление Пектора, ведь это не просто очередное улучшение, а новый этап в развитии блокчейна. Но кроме позитивных факторов, мы также не обойдем стороной те проблемы, с которыми эфир может столкнуться в будущем. И в конце вас будет ждать подробный теханализ, где я покажу вам ключевые уровни для покупки, которые дадут вам возможность сделать те самые X2 на эфире в 2025 году. Перед просмотром обязательно поддержите видео лайком, и у меня для вас есть интересное предложение. Если вы желаете, чтобы мы сняли такой же подробный обзор с прогнозом на какую-то другую монету, как, например, на Solana, XRP, Link или вообще какой-то новый токен, то поставьте 2000 лайков и в комментариях напишите ваши варианты монет, на которые вы желаете обзор, и мы его обязательно сделаем. За вашу активность под видео заранее спасибо. Всем желаю приятного просмотра. С вами Влад, вы на канале Coin22. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, сегодня мы не будем разбирать последние новости рынка, а уделим особое внимание эфиру, который многие недооценивают. Но тем не менее, все новости и важные предстоящие события мы ежедневно разбираем в нашем телеграм-канале. И, кстати, на следующей неделе опубликуют ИПЦ, который окажет влияние как на акции, так и на крипту. А чтобы узнать, когда опубликуют эти данные и получить хороший прогноз, чтобы заработать на этом событии, не забудьте подписаться. Ведь именно у нас в телеграм вы можете получать всю самую важную информацию раньше всех. Что ж, давайте начнем с самых важных фундаментальных катализаторов, которые будут способствовать росту эфира в 2025 году. И, пожалуй, самым главным событием, которое должно произойти с эфиром в этом году, это самое масштабное обновление под названием Пектора. Давайте разберем, зачем оно необходимо и почему считается самым важным обновлением сети за всю историю. Суть Пектора в том, чтобы повысить производительность и улучшить взаимодействие с сетью. Здесь несколько крутых фишек. Например, кошельки теперь смогут работать как смарт-контракты, так как заменит старую абстракцию аккаунтов EIP-3074 на более продвинутое решение EIP-7702, который предложил сам Виталик Бутерин. Это значит, что их можно будет настраивать проще, без всяких лишних проблем. Еще одно важное изменение – валидаторы смогут стейкать гораздо больше эфира, чем сейчас. Сейчас они могут стейкать только 32 эфира, и если они хотят больше, нужно дробить на десятки разных узлов. Это неудобно и занимает много времени. С обновлением Пектора все будет проще, и они смогут стейкать до 2048 эфиров на один узел. В общем, обновление сделает эфириум более удобным, эффективным и безопасным для всех пользователей. Это обновление запланировано на март этого года, но по словам Тима Бейка, ведущего специалиста по поддержке протокола Ethereum Foundation, основное обновление на основной сети возможно в апреле, если тестовые версии покажут положительные результаты. Пектор выйдет в тестовых сетях Холски и Сиполя 26 февраля и 5 марта. Эти обновления будут тестировать с помощью метода, который имитирует реальные условия работы сети, чтобы избежать создания отдельной тестовой версии. Это упростит процесс, но обеспечит качественное тестирование. Обновление Пектора было описано разработчиками как самое крупное изменение в сети Ethereum за всю историю. Обновление будет разделено на две части. Первая часть включает улучшения для повышения удобства и скорости работы сети, такие как обновление для кошельков и улучшения в работе валидаторов, то есть тех, кто поддерживает сеть. А уже во второй части ожидаются еще более крупные изменения, такие как улучшения для EVM и внедрение новой технологии для повышения безопасности
и стабильности сети. А что по поводу обновления Пектора думает сам Виталик Бутерин? Его мысли о Пектора дают понять, что обновление действительно будет важным шагом для Эфириум. Он, как всегда, акцентирует внимание на масштабе и удобстве. Недавно Бутерин написал: Пектора, как ожидается в марте, увеличит целевой показатель БЛОП с 3 до 6, удвоив емкость L2. По моему мнению, нам следует сделать целевой показатель БЛОП также голосуемым стейкером, чтобы он смог увеличиваться в ответ на технологические усовершенствования, не дожидаясь обновления. В общем, не углубляясь в технические особенности, обновление создаст более гибкую и эффективную сеть, которая будет гораздо удобней как для разработчиков, так и для пользователей. Цена эфира всегда реагировала на обновление сети. В 2015 году провели Frontier. Эфириум был около 30 центов. Далее в 2016 году Homestead. Сеть начала развиваться, и эфир пошел вверх до 10 долларов. Это был первый серьезный рост. Далее DAO Hard Fork, но после скандала с DAO и разделения на два блокчейна цена упала до 7-8 долларов. В 2017 году провели Византию. Тут мы уже в разгаре ICO, и цена эфира взлетела с 10 до 300 долларов. После в 2019 году обновление не дало сильного роста, ведь тогда рынок был на спаде, и эфир держался в районе 100-150 долларов. В 2020 и 2021 годах произошел Ethereum 2.0. С переходом на POS цена также начала двигаться вверх от 200 до 700 долларов. В 2022 году было слияние. Это самый важный момент, который заключался в переходе на POS. Цена эфира выросла до 1700 долларов. Тогда это обновление произвело реальный фурор. После в 2023 году Шанхай, на фоне которого цена выросла до 2000. Ну и в прошлом году было обновление Денкун, после которого была локальная коррекция, но по итогу Ethereum все равно зафиксировал рост. То есть все эти обновления реально влияют на цену эфира, и как показывает практика, то по большей части положительно, ведь таким образом блокчейн развивается. Следующим не менее важным катализатором, который способен поддержать эфир в этом году, выступают фонды. Давайте не забывать, что на эфир также есть ETF, который продолжает фиксировать приток капитала с конца прошлого года. За последние 4 месяца приток в эфире ETF составил 3,2 миллиарда долларов. Тем временем большой фонд VanEck прогнозирует, что цена эфира может вырасти до 22 тысяч к 2030 году. Да, я понимаю, что это прогноз очень долгосрочный, но тем не менее фонд VanEck подчеркивает, что главным фактором для развития эфира и соответственно его роста является масштабирование блокчейна, а также проектов L2. Также еще один крупный американский фонд Fidelity делает акцент на долгосрочную стабильность эфириум. Даже несмотря на волатильность и краткосрочные колебания цен, фонды делают ставку на инновации, стабильность и устойчивость эфириум в долгосрочной перспективе, в то время как BlackRock его активно скупает. Кроме фондов, в долгосрочное будущее эфира верит компания самого Трампа, ведь она делает особый упор на эфир и продолжает его покупать. По последним данным, компания Трампа купила 63 200 эфиров на сумму 200 миллионов долларов. В январе компания приобрела дополнительные 4,5 тысячи эфира на сумму 15 миллионов долларов. Затем 31 января компания купила еще 2970 эфиров на сумму 10 миллионов долларов. И последняя покупка Трампа была 3 февраля. Причем она была одна из крупнейших, ведь компания купила 86 тысяч эфиров на сумму 220 миллионов долларов, что увеличило ее общие активы в эфире до 420 миллионов долларов. Таким образом, с ноября прошлого года по сегодняшний день компания Трампа купила 156 тысяч эфиров на общую сумму 445 миллионов долларов. Эти инвестиции подчеркивают уверенность компании в долгосрочной перспективе эфириум и ее стремление укрепить свои позиции в эфире. И буквально в начале февраля сын Трампа лично написал, что сейчас самое время покупать эфир. На данный момент эти фундаментальные факторы слабо отражаются на цене эфира, ведь вы сами видите, что происходит с рынком на фоне торговой войны, которую начал Трамп, о которой мы говорили в прошлом видео, за счет чего криптопортфели многих инвесторов находятся в просадке. Но даже во время падения рынка и такого нестабильного тренда можно фиксировать профит, особенно когда вы получаете лучшие точки входа в нашей подписке Coin22 Pro. На этой неделе участники Pro заработали от 70% на падении INS, от 75% на росте TAO, от 85% на лонгах по токену Aptos и еще на многих других сделках, как на росте, так и на падении. Ведь команда наших профессиональных аналитиков следит за рынком 24/7 и предоставляет уже готовые сделки. Благодаря такому простому формату каждый новичок сможет начать торговать и получить профит, ведь дополнительно мы предоставляем пошаговое обучение, которое состоит из теории в виде информативных видеоуроков и полноценной практики, за счет которой первые сделки будете открывать под руководством экспертов. А наша поддержка и сопровождение позволит вам получать ответы на все вопросы во время торговли. Также индивидуально для вас будет собран долгосрочный портфель, и прямо сейчас аналитики Pro уже подготавливают прибыльные сделки на следующую неделю. Поэтому если вы желаете оставаться в плюсе во
во время текущего движения рынка, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Теперь, имея положительные фундаментальные катализаторы, давайте посмотрим на сетевую метрику, а также технические показатели, которые могут нам подсказать, какой будет тренд для эфира в этом году. Во-первых, предложение монет Ethereum неожиданно вернулось к уровням, которые были до слияния в 2022 году. И сейчас общий объем поставок на 542 эфира больше, чем было зафиксировано в момент слияния. Почему так произошло? Здесь стоит обратить внимание на мартовское обновление Dencun, которое было в прошлом году. Оно внесло серьезные изменения в экономику сети. Во-первых, снизилась скорость сжигания комиссий, а во-вторых, механизм прото-данкшардинга улучшил доступность данных и снизил базовые комиссии. А теперь самое важное. Более низкие комиссии нарушили ранее работающий дефляционный механизм Ethereum, и теперь сеть снова выпускает больше эфира, чем его сжигает. Конечно, это негативный показатель, но с другой стороны, если учитывать, что избыточное предложение забирает на себя фонды, которые скупают эфир, то эта разница компенсируется, так что за этим показателем будем следить. Далее, друзья, давайте посмотрим на текущее настроение на рынке деривативов, чтобы понять, что нам подсказывают опционы, а также фьючерсы о будущем движении эфира. 2 февраля премия на двухмесячные фьючерсы эфира снизилась с 10 до 7%, что указывает на уменьшение спроса на длинные позиции, на которых используется кредитное плечо. Однако даже при недавнем падении цены до $2800 данный показатель остается в нейтральной зоне, и нет никаких четких доказательств на рынках деривативов, что киты стали медвежьими или отказались формировать дальнейший бычий импульс. Также интересный сигнал исходит от притока капитала в инвестиционные инструменты на базе эфира. Ethereum получил чистый приток капитала около $3 миллиардов в период с ноября по декабрь. ETF BlackRock стал одним из лидеров по объемам инвестиций, ведь он отправил в эфир $2,4 миллиарда. Победа Трампа на выборах также сыграла свою роль. Притоки в деривативы очень сильно ускорились, в то время как отток из ETF Grayscale сильно замедлился. И это явно сигнализирует о смене настроений у крупных инвесторов. Также ключевой момент, за которым стоит следить в этом году, это возможность разрешения SEC включить стейкинг в ETF, чтобы фонды могли не просто держать эфир, а получать проценты за стейкинг. Такая возможность стейкать эфир привлечет очень активное внимание со стороны фондов и, конечно же, увеличит приток капитала. Также, друзья, давайте обратим внимание на еще один важный момент, а именно вывод эфира с бирж. В период со 2 по 5 февраля инвесторы вывели с бирж 340 тысяч эфиров. Это почти $1 миллиард, что считается довольно большим объемом для эфира. Это сигнал к тому, что крупные инвесторы начинают выводить свои монеты с бирж, что может привести к дефициту предложения и поддержать цену эфира, особенно в долгосрочной перспективе. Но давайте не будем забывать, что несмотря на отток, мы видим и противоположный тренд, который также не стоит игнорировать. Примерно с 28 ноября предложение эфира на биржах начало сокращаться, однако 21 января наблюдался явный разворот, ведь 210 тысяч эфиров вернулись на биржи за 12 дней. Это говорит о том, что на рынке не все так однозначно, и такие колебания могут быть частью краткосрочного движения, а не сигналом для бычьего тренда. Также метрика открытого интереса показывает рост, который увеличился до $21,6 миллиардов. Это сигнализирует о большом числе лонг-позиций, что указывает на уверенность трейдеров в бычьем тренде. На данный момент ставки финансирования остаются положительными, что означает доминирование лонг-позиций. Этот фактор указывает на сохранение бычьего настроения среди трейдеров. К тому же ставки финансирования достигли своего пика в 0,12%, что усиливает вероятность разворота и формирования восходящего движения. Но здесь также есть нюанс, ведь если ставки финансирования продолжат расти, то это может сигнализировать о высоком уровне сделок, на которых используется кредитное плечо, и соответственно резкий разворот рынка может привести к ликвидациям. Поэтому нам также важно следить за балансом этих факторов. Перейдя на график цены эфира, мы видим следующее. В середине декабря прошлого года сформировалась локальная нисходящая линия тренда, которая ограничивает рост цены, и в начале февраля это привело к тому, что эфир упал до вот этой поддержки на уровне 2200. Но именно это падение показало нам, что вот в этом диапазоне сохраняется большая ликвидность. Уровень 2200 обеспечивал уверенную поддержку для эфира на протяжении всего прошлого года, а если проложить долгосрочную линию тренда, начиная с локального дна 2022 года, когда была медвежка, то, как вы видите, тренд сохраняется восходящим. И пока эфир сейчас находится вот в этом ключевом диапазоне, это является подходящим моментом, чтобы
чтобы добавить его себе в портфель. Лично я держу эфир давно и регулярно его покупаю, даже прямо по рынку. Но учитывая текущее движение, можно попробовать его купить немного ниже. И в данном случае есть три важных уровня. Первый уровень для покупки это 2,5. Эфир можете его протестировать в ближайшее время. Второй любимый уровень для эфира это $2300, где он ранее накапливал ликвидность. И, пожалуй, настоящим подарком может стать повторное тестирование уровня 2200. На всех этих уровнях можно установить лимитные заявки на покупку и частями его накапливать. Ведь пока он остается выше долгосрочной линии тренда и имеет поддержку от фондов, таких как BlackRock, пробить уровень 4500 до конца этого года и зафиксировать рост около 100% вполне возможно. Ведь похожее движение наблюдалось в начале прошлого года. И скорее всего основная часть этого восходящего движения придется на вторую половину и конец 2025 года. Также, что касается вывода эфира с бирж, аналитики предполагают, что растущий отток эфира с бирж криптовалютных деривативов является оптимистичным сигналом, поскольку он может привести к снижению давления со стороны продавцов и закрытию позиций с использованием кредитного плеча. Объемы вывода эфира с бирж криптовалютных деривативов достигли самого высокого уровня с августа 2023 года. Аналитики указывают, что данный сигнал является положительным для цены эфира. 6 февраля чистые потоки на бирже составили отрицательные 300 тысяч эфиров, что составляет примерно 817 миллионов долларов. Аналитик CryptoQuant отметил, что это положительный сигнал, поскольку трейдеры изымают свой эфир с бирж деривативов, которые включают контракты между покупателем и продавцом на торговлю активов по заранее согласованной цене, а также в определенную дату, что означает снижение давления со стороны продавцов, а также закрытие позиций с кредитным плечом и потенциальных перевод на холодные кошельки. Аналитик заявил, что увеличение объемов эфира, изъятых с бирж, сокращает немедленное предложение, доступное для продажи, что затрудняет падение цены эфира. Конечно, если учитывать все эти катализаторы, то цена эфира уже должна была пробить 5000 и идти дальше. Но у эфира есть и проблемы, которые также стоит учитывать при покупке. В прошлом году его рост отставал от конкурентов, таких как Solana и BNB, из-за чего эфир не пробил свой исторический максимум. Также Ethereum Foundation подвергается критике и сомнениям у сообщества за отсутствие прозрачности после перевода $100 миллионов на биржу Kraken. Многих инвесторов смущали частые продажи эфира в прошлом году, а если точнее, то каждые 11 дней организация ликвидировала свои позиции. Также у эфира есть много конкурентов, та же Solana, XRP, SUI и многие другие токены, которые имеют свой блокчейн с более высокой скоростью, низкими комиссиями и неплохой масштабируемостью. Но давайте будем откровенны, эфир это старая проверенная временем монета, которая, несмотря на проблемы, которые по факту есть у всех, ведь, например, блокчейн Solana иногда просто отключается, а про сбои работы других блокчейнов я вообще молчу. Эфир уверенно держит свои позиции, а также имеет огромную базу холдеров, поддержку от фондов и так далее. Да, это вам не мем, который способен выстрелить на сотни процентов за один день, но с другой стороны, он и не упадет на те же 80-90%, как это делают тысячи мемкоинов и альтов. За долгие годы эфир только доказал свою надежность, а с будущими обновлениями сети, такими как Пектра, и что самое главное, поддержка от фондов, ну и конечно же покупками со стороны Трампа, эфир имеет хороший потенциал на будущий рост в этом году, поскольку общий бычий тренд на рынке до сих пор сохраняется. Эфириум продолжает занимать лидирующие позиции, и в отличие от тысячи других монет, в его рост верят фонды, так что взвесив все за и против, эфир стоит добавить в свой портфель в этом году, ведь он как минимум может застраховать ваш портфель от просадок на 70 или 90%. В любом случае напишите ваше мнение в комментариях, ведь мне было бы интересно узнать, что вы думаете касательно эфира и узнать, сколько наших зрителей в него инвестируют. Также в комментариях пишите название монет для следующего обзора, ставьте лайки, жмите колокольчик и обязательно переходите в наш телеграм-канал. А вам большое спасибо за просмотр, всем удачи, до скорых встреч!